Всем привет, винтажники! Сегодня мы не просто посмотрим на мои покупки с киевской барахолки, а отправимся в настоящее исследование, чтобы понять, чем руководствуются коллекционеры и охотники за винтажом, и как научиться отличать настоящие сокровища от простой безделушки. Я вам покажу свои находки и расскажу, чем я руководствовалась, выбирая каждую эту вещь. Объясню, какие виды ценностей существуют в мире винтажа, и узнаем немного об истории этих предметов. У нас на столе музыкальные гиганты с легендарными именами, бижутерия, самая разнообразная, также не без громких имен, необычные артефакты в виде предметов былого интерьера и, конечно же, еще несколько интересных вещей. Поехали! Для начала определимся, какими видами ценностей обладают наши винтажные предметы. Первое и самое базовое – это его рыночная цена. Она зависит от стоимости материалов, из которых изготовлен предмет, а также от спроса и предложений на рынке. Историческая и культурная ценность напрямую зависит от связи предмета с конкретной эпохой, событием или известной личностью, а также от того, какие культурные ценности она собой несет и какие документальные факты сохранились в ее подтверждение. Одна из самых привлекательных видов ценностей – коллекционная. Она напрямую зависит от редкости изделия, его каталожной принадлежности, комплектности и его состояния. Художественная ценность определяется эстетикой и качеством исполнения. Она зависит от того, дизайнерская эта вещь или нет, а также насколько эта вещь способна выглядеть стильно и своевременно даже спустя годы. Эмоциональная ценность самая субъективная и напрямую зависит от личных воспоминаний человека с конкретным предметом. И чаще всего она играет одну из самых ключевых ролей при совершении покупки. Ну и немаловажным является то, в каком состоянии находится наш винтажный предмет. Чем ближе его состояние к идеальному, тем его стоимость будет выше на рынке. Предметы с большим износом и повреждением идут только в качестве основы для реставрации или как лом. Стоимость на рынке у них, как правило, минимальная. Перед нами с вами настоящий кусочек истории. Собственно, на барахолке я приобрела 10 таких бокс-сетов. Что такое бокс-сет? Это коробка, в которой есть собрание сочинений в грамм-записи, собственно, что мы видим и на обложке. Также мы видим, что обложка представлена на 2 языках. Это значит, что у нас высока вероятность того, что это был экспортный экземпляр. Давайте заглянем вовнутрь. У нас с вами как раз-таки коробка с оперой «Ромео и Джульетта». В этой коробке у нас имеется целый набор пластинок и вкладыши. Эти вкладыши также представляют собой очень интересный и, на мой взгляд, интерактивный материал, потому что вы можете поставить пластинку, открыть брошюру и почитать, о чем этот балет, почему музыка отражает те или иные настроения, описание героев и, собственно, ключевую историю. Мы видим пластинки, каждая из них упакована в антистатичный пакет. Эти пластинки пронумерованы, запись на них двухсторонняя. И еще один важный опознавательный знак, что эти пластинки выпущены фирмой Мелодия, самым крупным производителем винила в Советском Союзе. Такие собрания были не рядовым продуктом, а культурным событием и часто выходили в лимитированных тиражах. И самое главное, что сыграло ключевое решение при покупке, собственно, этих экземпляров, то, какие имена указаны на вкладышах. И у нас здесь есть имена одних из самых значимых дирижеров. Это Евгений Светланов и Геннадий Рождественский. Евгений Светланов и Геннадий Рождественский – это величайшие дирижеры 20 века, чьи интерпретации классики являются эталонными и признаны во всем мире. А теперь давайте поговорим о ценности этих бокс-сетов. Первое – это коллекционная ценность. Она в нашем случае достаточно высокая, потому что это не просто винил, а исторический документ эпохи советской звукозаписи. Присутствие записей под управлением Рождественского и Светланова резко увеличивает ценность этих бокс-сетов для всех аудиофилов. Если хорошенько поискать на различных аукционных площадках, мы можем найти наши с вами экземпляры по достаточно хорошей цене.
значит, они пользуются спросом, и коллекционеры их любят и собирают. Тираж данных пластинок уже больше никогда не возобновится. Их количество в хорошем состоянии с каждым годом становится все меньше, а значит, коллекционная и материальная ценность только растет. Художественная ценность, конечно, здесь неоспорима. И отмечу еще немаловажный факт, что людей уже определенного возраста эти боксеты вызывают, конечно же, еще и эмоциональную ценность, эмоциональную привязку, потому что связаны с каким-то отрезком их жизни. Хочется вернуться в ушедшее время, прикоснуться к своей былой истории, к детству и прикоснуться к тем воспоминаниям и заново их ощутить. И подведем итог, чем я руководствовалась, покупая эти виниловые пластинки. Во-первых, они в прекраснейшем состоянии. Каждая из этих коробок, например, как тут, в симфонических произведениях Чайковского присутствуют вкладыши. И, в принципе, во всех боксетах, которые я отобрала, присутствуют либо Геннадий Рождественский, либо Светланов. И это очень важно, потому что, собственно, это влияет на коллекционную и материальную ценность этих боксетов. Очень прекрасная находка у нас сегодня была на обзоре. И открывает эту главу, конечно же, два великолепнейших экземпляра брошей от Джоан Риверс, которая в 90-х годах открыла свою линию украшений. И она сама была коллекционером винтажной бижутерии и копировала старые дизайны в современном исполнении. Многие коллекционеры называют Джоан Риверс последней великой дамой костюмной бижутерии. Первая брошь — это брошь-цветок. Она выполнена достаточно крупно. По центру у нее есть кабошоны и украшена стеклянными кристаллами. Сзади имеется маркировка и красивая спинка с брошюровкой. Эту брошь я нашла в оригинальном каталоге украшений Джоан Риверс. Она относится к линии Classic Collection. Джоан Риверс хотела, чтобы женщины имели возможность чувствовать себя роскошно, без огромных трат. Пожалуй, это одна из самых популярных ее коллекций бижутерии. Вторая брошь не менее яркая. Она очень крупная и увесистая. Она также выполнена с красивыми кабошонами кораллового оттенка, вставками из люцита и инкрустирована кристаллами из стекла, а по краям у нее эмаль горячая. Очень красивая спинка. Также присутствует маркировка Джоан Риверс. Наличие подтверждения в каталоге, конечно же, является неким паспортом украшения и резко повышает его стоимость. Они являются высококачественной костюмной бижутерией конца 20 века. Ну, а чем я руководствовалась, когда я их увидела? Конечно, их внешним состоянием, в том, что они полностью в идеальнейшем состоянии, ценой, по которой они мне достались, и, конечно, тем, что это коллекционные экземпляры. Ну и двигаемся дальше к еще одной не менее красивой броши, брендовой, дизайнерской. Это брошь с кристаллами двух оттенков, прозрачными и таким дымчатым серым цветом. Очень красиво она переливается. И это брошь бренда Max Mara. Она также в очень хорошем состоянии, у нее минимальные следы эксплуатации, и они преимущественно на спинке в виде небольших царапинок. Но кристаллы сохранились в изумительном состоянии. У нее достаточно сдержанный дизайн по сравнению, например, с брошами от Джоан Риверс. То есть это более такое ношение, которое подойдет к большинству нарядов и в повседневности. Например, эта брошь достаточно яркая и акцентная. Она на себя берет 100% всего внимания. А эта брошь более классическая и более сдержанная. Датировка этой броши предположительно конец 90-х, начало нулевых. Ну и, конечно, наличие четкой маркировки Max Mara дает нам понятие о том, что это дизайнерская вещь от итальянского бренда. Сам бренд Max Mara — это флагман итальянской элегантности, который известен своими классическими пальто.
бижутерия от люксовых модных домов, которые не специализируются на украшениях, обычно выпускаются ограниченным тиражом и исключительно для дополнения каких-то сезонных коллекций одежды. Собственно, я думаю, что именно такой экземпляр у меня и попался в покупке. Она невероятно красивая, мне она, конечно же, нравится, и 100% она будет красивым дополнением к моей коллекции. Если рассматривать ценность этой броши, то я ее отнесу к достаточно высокой. Во-первых, за ее редкость. Max Mara не специализируется на выпуске бижутерии или каких-то украшений, особых линий. Она не носит массовый характер. А также наличие клейма этого бренда также резко повышает ее коллекционную ценность. Ну и как мне кажется, что среди бижутерии это достаточно редкий артефакт, потому что она встречается нечасто. Я очень мало видела каких-то украшений от бренда Max Mara. В качестве материальной ценности она, конечно же, будет выше, чем у, например, немаркированных винтажных украшений, даже несмотря на то, что это, скорее всего, начало нулевых или конец 90-х годов, то есть ее возраст не слишком большой, но наличие клейма всемирно известного бренда повышает ее материальную ценность в разы. Ну а далее я вам покажу не менее культовое изделие и расскажу его особенность, потому что за ним я охотилась достаточно долго. Думала о покупке несколько раз, и в последний момент, когда все-таки надумала его купить, можете посмотреть по ссылочке выше обзор с барахолки. Я, конечно, поехала на барахолку очень поздно, потому что решила, что мне эта вещь нужна, она для меня важна, представляет собой огромный пласт ценностей, и все-таки выкупила эту брошь. И это красивущая брошь из горячей эмали с оленями. Эта брошь является прекрасным примером дизайна эпохи начала 60-х годов. Ее называют эпохой оттепели. Это было время, когда искусство уходило от тяжеловесного идеологизированного стиля 50-х годов к более легкому, графичному и в духе модерна. Собственно, эту форму из модерна мы с вами и видим. Ну а также достаточно лаконичный дизайн, наличие всего двух оттенков цвета, это черная эмаль и оттенки коричневого, перекликающегося с более бронзовым и золотым оттенком. Расскажу, почему же все-таки я ее купила. Ну, во-первых, если мы на нее посмотрим, то спинка у нее в прекраснейшем состоянии. А вот на лицевой части имеется небольшой скол внизу. Конечно, немного портит ее коллекционную материальную ценность, но не является таким уж существенным. Объясню почему. Потому что этих брошей на вторичном рынке нигде нет. Это достаточно нишевый коллекционный экземпляр, и он ценится среди коллекционеров, которые собирают советское прикладное искусство, включая дизайны 60-х годов. А также эта брошь, безусловно, обладает художественной ценностью, потому что она является ярким отражением смены культурных ценностей. Нельзя не учитывать то, что ее будущая ценность материальная, художественная и коллекционная будут только расти, потому что 60-е годы уже отдалены от нас более чем на 60 лет, и эта брошь уверенно движется к антикварному возрасту, что со временем, конечно, будет повышать ее ценность и стоимость на вторичном рынке. Ну а сейчас мы перейдем к следующему разделу. Это мои маленькие сокровища с киевской барахолки в виде дресс-клипа и клипс. И начнем мы, пожалуй, с дресс-клипа Marks and Spencer. Это великобританский бренд, который был основан в 1884 году. И очень быстро себя зарекомендовал на рынке, потому что славился изделиями высокого качества, хоть и не является коллекционным брендом среди бижутерии. В традиционном смысле украшения, выпущенные до 70-х годов, очень высоко ценятся среди любителей винтажа.
И теперь давайте пробежимся по его видам ценности. Это изделие брендовое, оно выполнено очень хорошо и является прекрасной иллюстрацией того, как менялись тренды в бижутерии на протяжении 50-летий. Этот дресс-клип 100% несет с собой некую художественную ценность, как винтажное изделие. Также он может нести с собой эмоциональную и функциональную ценность, потому что все эти украшения на сегодняшний день идеально подходят для стилизации современных образов, добавляя им некого винтажного шарма. Оно абсолютно лаконичное, его можно надеть абсолютно под любой наряд. И я думаю, вы со мной согласитесь, что такое украшение очень стильно добавит любой образ. Я приобрела вот такие 3 пары клипс у одного продавца. Они очень яркие, акцентные и красивые. Давайте поговорим о них немножечко детальнее. Первые клипсы относятся где-то к 80-м годам. Они очень акцентные, массивные, в прекраснейшей сохранности. Они не маркированы, но при этом в изумительном состоянии. Вторые клипсы — это яркий представитель 80-х. Стильные, потому что у них лаконичный такой дизайн в виде квадратов с кристаллами. Также в прекраснейшем состоянии. У них красивая спинка с брошюровкой. И даже отсутствие маркировки не снижает их художественной ценности. Ну и третьи клипсы, это скорее всего представители 60-х, 70-х. У них такая некая наборная конструкция с имитацией жемчуга и бусинами гранеными с покрытием Aurora Borealis. Они очень старенькие, сохранились в достаточно удовлетворительном виде. У них есть небольшие сходы покрытия. Давайте поговорим про их виды ценности. Этот экземпляр клипс стремится к возрасту антикварного, поэтому стоимость их, конечно же, с каждым годом будет только возрастать. Вторые клипсы — это яркий представитель 80-х. Они обладают художественной ценностью, ну и вскоре, может, станут обладать коллекционной ценностью, потому что сохранились в абсолютно прекраснейшем состоянии. Ну и третьи клипсы также отражение своей эпохи. Ну и еще одной моей прекрасной находкой стали эти клипсы. Являются воплощением стиля, популярного после войны. Они очень красиво сделаны. У них есть сочетание глянцевой поверхности и брошированной в изумительном состоянии. И сзади у них есть клеймо, на котором написано 566. Я до сих пор не смогла определить, к чему оно относится, но нашла похожие варианты на вторичном рынке. И могу сказать, что они на сегодняшний день также пользуются спросом среди коллекционеров винтажной бижутерии, тех, кто любит такие минималистичные дизайны на природную тематику. Поэтому, конечно же, я без раздумий их забрала в свою коллекцию. Но при покупке всех этих 4 экземпляров клипс я руководствовалась их состоянием и возрастом. Преобладает то, что они все в идеальнейшем состоянии, они не требуют никаких реставраций, кроме одной клипсы, у которой в процессе чистки выпал камушек. Поэтому, конечно же, все эти экземпляры в идеальнейшем состоянии, отражающие свою эпоху и культурную ценность, стали ключевыми факторами в их покупке. И еще одна моя яркая находка — это брошь с развивающейся от ветра гривой, с таким серьезным взглядом вперед, инкрустированная кристаллами по краям гривы. Она также потеряла у меня, к сожалению, один камушек, кристаллик при чистке, но это совершенно незначительно.
в красивом исполнении. И это брошь с лошадью. Сейчас я вам расскажу, почему я ее купила, несмотря на то, что у нее нет никаких маркировок. Я нашла похожие экземпляры на вторичном рынке, на аукционах европейского производителя. Во-первых, броши в виде животных были особенно популярны в середине 20 века, а лошади всегда имели особое значение. Они символизировали силу, свободу и благородство. Поэтому такая брошь могла быть частью тематической коллекции, посвященной конному спорту, или просто олицетворять собой некую элегантность. Дизайн, сочетающий в себе черную эмаль и такую красивую гриву золотого оттенка металла, украшенную камнями. Это яркий признак 70-х, 80-х годов. Поэтому я смело могу датировать эту брошь именно этим периодом. И, конечно, поскольку в ней присутствует некий символизм, она представляет собой не только художественную ценность, но и некую коллекционную ценность, потому что со временем таких изделий становится все меньше, и когда-то наступит ее час, когда она заиграет новыми красками в глазах коллекционеров. Поэтому мне такие вещи нравятся. Я ее купила для своей коллекции, потому что мне просто нравится ее символизм. Ну а теперь мы с вами поговорим о неожиданных артефактах, которые мне удалось найти на барахолке. И первым наш обзор откроет этот латунный нож для распаковки конвертов. Он массивный, очень красивая у него отливка. И этот нож представляет собой лошадиную ногу с подковой. Он очень красивый, он элегантный, он прекрасно ложится в мою руку. И я давно искала подобный предмет в свою коллекцию. Вероятно, датируется серединой 20 века или, может быть, даже началом. Теперь давайте поговорим о его исторической ценности. Это предмет, который отражает элегантность и внимание к деталям, как вы уже заметили, что свойственно вещам из прошлого. В эпоху, когда письма были основным средством связи, красивая канцелярия не была редкостью. Такие ножи часто делались из дорогих металлов, например, как латунь, и служили не только для вскрытия писем, но и как декоративный элемент на рабочем столе. А форма лошадиной ноги с подковой – это, конечно же, символ удачи и благополучия, что делает этот предмет не только красивым, но и наполненным определенным смыслом. И, конечно, когда я увидела этот нож, я его купила не сразу, я еще очень долгое время ходила, искала другие варианты, но, честно говоря, запал он мне в сердечко сразу, потому что, как и представители той эпохи, я купилась на его символизм. Все-таки подкова – это всегда символ удачи. Коллекционная ценность достаточно привлекательна среди коллекционеров антикварной канцелярии и различных предметов интерьера. Материальная ценность определяется как весом изделия, так и качеством литой латуни. Ну и, конечно, датировка его возраста. Это достаточно старенькая вещь, но, как вы видите в видеообзоре, он был такой грязненький. Я же его помыла, отполировала. Сохранилась текстура красивая. Я ее не убирала. Я ее оставила такой, как она есть в оригинале. У него очень красивая подковка. И само качество изделия, конечно, просто на высоте. И теперь это прекраснейший экземпляр, который войдет в мою коллекцию для распаковки наших с вами посылок. Конечно же, я не обошла стороной покупку таких необычных вещей, как винтажные открытки. Многие из них стали уже антикварными. В этих открытках мы можем найти датировки. Например, это открытка издательства Эрмитаж, то есть ее выпускал непосредственно сам Эрмитаж в 1958 году. Она сохранилась в прекраснейшем состоянии. И так же, как и в случае с пластинками, при выборе и отборе открыток, конечно же, я учитывала в первую очередь не только их художественную ценность, но и состояние. Далее у нас 3 открытки на японскую тематику. Первая открытка, вторая из Токио и третья.
Фионы и фазан. Очень красивая работа, в прекрасном состоянии. Здесь есть небольшой у нее, видимо, попадание влаги на открытку, но это совершенно незначительно. Далее у нас открытка. Это гравюра на дереве, порыв ветра из японской школы. Здесь нету датировки, но я так предполагаю, что это также 50-е, 60-е годы. И последняя открытка — это Токио. Это японская открытка. Здесь присутствуют оригинальные японские иероглифы. Она очень красивая. Ну, а теперь я расскажу, почему же я их все купила. И даже несмотря на то, что я их использую в своих предметных съемках, эти вещи обладают своим рядом ценностей. Во-первых, коллекционные. Открытки, которые датируются 50-ми годами, близки уже к антикварному возрасту, тем самым повышая их материальную стоимость на вторичном рынке. Во-вторых, все эти открытки представляют собой художественную ценность, потому что на них изображены японские пейзажи, китайское искусство и европейская живопись. В-третьих, эти открытки представляют собой историческую ценность, некий культурный пласт того времени. Являлись еще и прямым способом связи, когда люди передавали свои сообщения телеграммами, печатая их на открытках. На сегодняшний день такого способа связи уже давно не существует, поэтому все эти экземпляры представляют собой целый пласт ценностей. Вот такой увлекательный обзор в историю винтажных и около антикварных предметов у нас сегодня с вами получился. Мы прикоснулись к истории винтажной музыки и виниловых пластинок, открыток, предметов интерьера, связанных с канцелярией, а также кусочками моды в виде красивых брошей, клипс и дресс-клипа. Напишите в комментариях, что из этого обзора вам больше всего понравилось, а возможно вы коллекционируете винил, если да, то какой именно, мне очень интересно. Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, в котором я делюсь всеми анонсами и необычными находками. Делаю иногда прямые включения с барахолки и также выставляю на продажу некоторые свои украшения из коллекции. Подписывайтесь, буду вам очень рада. Если вам понравилось, ставьте лайки. Пока-пока!